подземном мире, так же как и у Бога, есть свои ангелы-архангелы, свои хранители. Там существует 9 хранителей, темный сателлит и тайная жрица. Там существует, архангелы, 3 лика, Симона демонов существует, принцы Клепот существуют, и существуют князья тьмы. Сегодня я вам расскажу о некоторых, темных хранителях. Хранители отличают высокий рост. На земле они являются в черных мантиях, и их голову покрывают капюшоны. Симон имеет огненные глаза и длинные завивающиеся золотые волосы. Его кожа бела и совершенна, телосложение могучего воина. Ему принадлежит демоническое копье Каранзат из царства Асмодея. Восседает он на кентавре. Еще один темный жрец – это Мерлан. Глаза у него небесно-голубые, короткие светлые волосы, кожа несколько смуглая. У него двулучный меч, наследие отца, клинок Хьердекс. Несет его черный жеребец, лучший в легионах из демонов, из ноздрей которого вылезают клубы дыма и стук копыт. Его сопровождают летучие мыши. Ему открыты все темные миры. Это у нас Мерлан. Еще один темный хранитель – это Наарам. Среди хранителей самый грозный и жестокий, хладнокровный, беспощадный убийца, всадник красного дракона. В его глазах, мутных и темных, читается бесконечная глубина и бездна, пленяющая, сжигающая, повергающая смятение ангелов и вызывающая страх не только у ангелов, но и у демонов. Черные волосы цвета вороньего крыла в бою оборачиваются ужасающимися ядовитыми змеями. Кожа Наарама матовая. Ее одолевает ни огонь, ни меч бессмертного. Когти, острые клыки разрывают сверкающие доспехи очень легко и быстро. Уничтожают эти доспехи, как легкий листочек. Хранители – это, это те же ангелы, которые когда-то были и служили Богу, но когда восстал так называемый Люцифер против Бога, они пошли за Люцифером, и поэтому они стали темными, приняли темную сторону. У каждого человека есть свой хранитель, как белый, так и темный. Единственное, что, например, если человек был темным человеком, или, например, магом или жрецом, он может получить темного хранителя от темного эгрегора, который потом будет сопровождать его в жизнях. Он также, этот темный хранитель, будет ему помогать и в светлых его делах. Они не меняют сторону, то есть они идут своим путем. Следующий хранитель темный – это Эйджист. Он намного ниже остальных, глаза его серые, туманные, кажется, будто он слеп. Самый молодой и хранитель – это подросток. Нужно понимать, что хранители родились в одну эпоху, но в разных странах и в разные года. Когда они уходили в телах, например, своих каких-то через портал, то навсегда сохранили внешний облик своих бессмертных тел в одном состоянии. Оружием ему служат 2 кинжала с рукоятками из костей ангела с клыком демона на основании. Лезвие ядовито и рана, пусть даже самая малая, является смертельной. Есть легенда, что один кинжал находился на земле, в нашем измерении. Им можно было убить не просто человека, а его душу, а владелец его продлит свои дни, ибо сила в нем бессмертна. И сила в этом кинжале была собрана со многих бессмертных. Эйджис – всадник мрачного волка. 4-й хранитель есть могущественный некромант Менкара. У него своя армия мертвых, которая пройдет по земле во время последней битвы. Менкара
выглядит как король средних лет. Его длинные волосы с проседью венчает корона из серебра с черными бриллиантами. Глаза глубоко посажены, карие, мудрые, видны небольшие морщинки на лице. Также Менкара – великий чародей, он может становиться невидимым, принимать любой облик и внушать людям любые мысли и чувства, особенно в сновидениях и в реальности. Его голос очаровывает. Некоторым своим ученикам он давал частичку своей силы. В необычной жизни они просто известны как люди, политики, музыканты, писатели, но прежде всего они маги и чародеи, ибо имеют власть над народом, над их умами и чувствами, а также душами. Менкара седлает на адском ветре, то есть он едет верхом на ветре. Его оружие – скипетр, власть при защите, очаровывающийся, непробиваемый щит у него. В нападении он бьет смертоносным клинком. Вот это является Менкара. Когда защищает, у него щит. Щит такой, что не пробьет ничего. Если вы его призовете к себе в хранители, вам никакая порча, никакой сглаз, вам ничего не светит. Но есть, конечно, свои какие-то законы природы, которые говорят, вы какой человек. Например, белый вы, серый вы человек или темный вы человек. Это тоже очень многое зависит от этого. И еще один хранитель темного царства – это Катамай. Всадник на носороге, у которого ноги сотрясают землю. Шкура прочна, как у дракона, рог, как меч, а челюсти словно сабли. Рев повергает противника в страх. Сам Катамай в тяжелых доспехах из белого неземного металла. По масти он в 2 раза больше всех остальных хранителей. У Катамая зеленые горящие яркие глаза с длинными вьющимися волосами, темными волосами. Иногда он приходит на землю в своем истинном обличии, вызванные, например, какими-то священными обрядами черного искусства. Ему служат все силы природы. Вызванный на землю, он поднимает все ветры, все шторма, все ураганы, все землетрясения и извержения вулканов, которые могут губить на своем пути очень много населения. Тем самым, погубив какую-то часть населения, он как бы берет за свои услуги, берет так называемую плату. Вот это Катамаи. Сегодня я вам рассказываю про темных хранителей. Потом я вам сделаю несколько видео, где расскажу про империю Люцифера, про 9 кругов ада, 7 дворцов, которые есть у Люцифера, про 4 мира, где есть правители, и про архидемонов, которые существуют. А также расскажу вам про 72 князей тьмы, которые существуют помимо Люцифера. Итак, темный хранитель – это Аскольд, великий алхимик. Он всегда находится возле правителя. Его область действия – это политика. Он помогает государствам, где во главе стоят черные чародеи. Он отличается красотой и грацией. У него добрый светлый взгляд и светлые волосы. Может даровать молодость и красоту и поднять высшие слои общества, государства. Он всадник серебристого жеребца. Одет он в легкий кожаный костюм со шпагой при перевесе. Следующий темный хранитель – это Скорфен. Скорфен – это великий астролог. Он любит распознавать тайны. Он любит помогать своим сродникам. Вообще хранители, они живут больше сотни лет, да, больше 1000 лет, да, и вот они не любят лживых людей, они это чувствуют и помогают тем, кто искренне в них верит и просит у них помощи.
И скорее темные хранители помогут быстрее, чем светлые. Ну, потому что, как всегда, идет борьба добра и зла. Просто имейте это в виду. Итак, Скорфен – это великий астролог. Он как тайный консультант находится с правителями, и сейчас его ученики также являются консультантами этих правителей. Вид у него пожилой, немного осунувшийся, усталый. Он всадник звездного жеребца, за считанные мгновения может оказаться в любой точке мироздания. Его доспехи легкие, сплетены из межзвездной пыли. Оружием служит сабля младшего бога. И еще один наш с вами темный хранитель – это Архонт, девятый и последний хранитель. Он является верховным жрецом. Он смугл, арабского вида, короткие черные волосы, темные глаза и дьявольски красивая улыбка, высок и худ. Пальцы его длинны, как будто на скелет натянуты на сухую кожу. Архон достаточно сильный гипнотизер. В то же время он является медиумом. Он заложил начало спиритизму. Он ездит на колеснице, запряженной тройкой адских быков. Оружием служит лук со стрелами. Один из самых сильных хранителей мира темного. Я немножечко вам сейчас рассказала, и, наверное, вы об этих хранителях даже и не знали. Ну, я думаю, что вообще вот для осознания полностью всех низших и высших миров, для какой-то такой информации вы должны немножечко представлять, что это, кто это и как это, и с чем это едят их. То есть вы должны их тоже знать, кто они такие, потому что все темные хранители, будь то князья, будь то просто хранители, они все были когда-то ангелами, просто они восстали против Бога. Но наш с вами Бог, Он всесилен.